Приветствую вас! И сегодня мое видео посвящено филодендрону Silver Queen. Я расскажу про это растение, покажу черенкование, расскажу, как за ним ухаживать и как оно влияет на микроклимат помещения. Филодендрон Silver Queen или филодендрон Серебряная королева – поразительное комнатное растение с красивыми крепкими листьями, у которых особый серебристый оттенок. Первоначально филодендроны происходят из тропических регионов Центральной и Южной Америки, где существуют сотни их разновидностей. Хотя филодендрон тропическое растение, он очень хорошо подходит для комнатного выращивания. Еще он прекрасно себя чувствует в более темном месте дома, в отличие от других комнатных растений. И в этом его преимущество. У филодендрона Silver Queen крупные блестящие листья с серебристым оттенком. Он станет ярким дополнением к любой коллекции комнатных растений. Этот редкий филодендрон действительно хорошо смотрится как отдельно стоящее растение в углу комнаты. Учитывая, что он растет как крупная лиана, его нужно или стричь для компактного вида, или обеспечить поддержку на палке или опоры из коры и мха. Растения влияют на качественный состав воздуха. При поливе растений создается резервуар для испарения воды. Также, опрыскивая растения, мы повышаем влажность в помещении. Таким образом, в доме и офисе увеличивается влажность, а значит, дышать становится легче. Конечно, это утверждение не подходит для регионов с очень высокой влажностью, которая в них наблюдается в летний период. Зимой влажности не хватает всем. Итак, городские джунгли из филодендронов – это улучшение микроклимата и настроения. Ведь когда мы смотрим на зеленый цвет листьев, мы становимся более уравновешенными. Теперь давайте почеренкуем филодендрон, а потом я расскажу про оптимальные условия для успешного выращивания. Возьмем крупную лиану, которая уже перерастает опору, и сделаем несколько черенков. За сутки до черенкования растение должно быть полито, и листья должны быть не вялыми. Срез должен располагаться так, чтобы один узел попал в результате в грунт, а один узел оставался снаружи. Из нижнего будем ожидать корни, а из верхнего будет рост. Черенок можно поставить в воду, посадить сразу в грунт или в субстрат, такой как мох. Одно междоузлие, второе междоузлие – это макушка. Это оставляем сверху, отсюда будем ждать корни, и дальше эта часть пойдет в грунт. Вот это междоузлие разрезаем. Из-за того, что опора у нас кокосовая, воздушные корни вырастают в нее, поэтому приходится с порядочным усилием вытаскивать. Вот видите, как вросло. Вот воздушные корни, но тем не менее для того, чтобы они хорошо питали растения, на них должны появиться много маленьких корешочков. В одном из прошлых видео я показывала черенкование филодендрона Pink Princess. Вот смотрите, видите, уже на корнях разрастается каллус. Это будут маленькие корешочки. Теперь еще один стебель, который перерос высоту опоры. Вот этот. То есть мы срежем макушку, это междоузлие, из этого будем ожидать рост корней. То есть отрезаем вот здесь. Эти воздушные корни, это мы не будем использовать. Вот отсюда мы ожидаем рост корней.
Вот здесь будет корень. Этот обрастет. Для наилучшего размножения можно использовать стимуляторы корнеобразования. Помните, что для проращивания черенка важна температура не ниже 23 градусов и освещение 16-18 часов в сутки. Вот черенок, который уже дал корни. И мы сегодня его посадим в грунт. Берем глиняные гранулы, они нерастворимые. Это гумус, мелкий керамзит, пеностекло вместо пемзы. Смешиваем все. Как вы видите, достаточно крупные фрагменты, но для больших филодендронов это нормально. Берем горшок с многоуровневым дном, с большими отверстиями, чтобы грунт не выпадал. Закрываем крупным керамзитом или крупным пеностеклом. Это не для дренажа, это только чтобы мелкие фрагменты грунта не вываливались. Постоянно мы получаем вопросы в комментариях, где керамзит на дне горшка. Если вы используете вот такой горшок с двойным уровнем дна и большими отверстиями, керамзит не нужен. Можете на дно, чтобы не вывалился грунт, класть или кокосовое волокно, или спанборда кусочек. Все готово. В одном из прошлых видео я показывала черенкование филодендрона Pink Princess. Вот смотрите, видите, уже на корнях разрастается каллус. Это будут маленькие корешочки. Сейчас я вам расскажу про условия содержания филодендрона. Филодендроны любят, чтобы их почва просыхала между поливами. Поливайте, когда верхние 3 см почвы полностью просохнут на ощупь, но не пересушивайте. При пересушивании и листья теряют тургор и становятся мягкие и могут опадать. Используйте хорошо дренированную почвенную смесь. Можно использовать крупное кокосовое волокно, кору и мох, а также можете выращивать филодендроны в беспочвенных смесях, таких как глиняный гранулят, керамзит, пемза. При таком выращивании используйте удобрения гранулированные или поливайте растворами для гидропоники. Не забывайте соблюдать pH грунта и воды для полива, она должна быть слабокислая. Позвольте филодендрону получать много яркого и непрямого света. Если света слишком много, листья могут пожелтеть. Непрямой свет – это значит, что прямые солнечные лучи не должны светить на листья в полуденное время. Утреннее и вечернее солнце вполне допустимы. Все тропические растения любят повышенную влажность воздуха. Они могут выжить в среде с низкой влажностью, но будут процветать при более высокой. Если у вас в доме низкая влажность, вы можете регулярно опрыскивать листья. Опрыскивание сделает воздух более комфортным и для растений, и для вас. Температура выращивания – важное условие для всех растений. Тропические растения, к которым относится и филодендрон, любят находиться в теплом месте, выше 18 градусов Цельсия. А значит,
Наши квартиры отлично для этого подходят. Но не забывайте, что в наших домах есть места, где филодендронам некомфортно. Не ставьте их зимой рядом с открытой форточкой, а летом под кондиционер. Точнее, под кондиционер, где прямой поток воздуха холодного. Ядовит ли филодендрон для кошек и собак? Да. Это растение токсично при проглатывании. Берегите ваших животных и растений. Спасибо за просмотр. Не забудьте нажать кнопку подписаться, если хотите видеть больше таких видео. И увидимся в следующий раз. Пока-пока!